Всем привет! Наверное, практически каждый владелец часов сталкивается с вот такой вот ситуацией. Ситуация: села батарейка. И в этом видео мы разберем основные типы крышек, как их вскрыть для того, чтобы заменить батарейки, и основные типы батареек, которые используются, наверное, в 90, а то и более процентов часов. Итак, вот эти двое часов имеют завинчивающиеся крышки. Здесь идут, скажем так, закручивающиеся, которые держатся на винтах. И самый простой класс — это крышки-хлопушки. Наверное, с них и начнем. Здесь, во-первых, всего лишь по одной батарейке, поэтому замена абсолютно беспроблемная. Для того, чтобы вскрыть такие часы, можно использовать нож. Я, конечно, не рекомендую, некоторые этим делом пользуются. Можно использовать отвертку. Можно использовать отвертку из мультитула. Любым способом можно открыть данные часы. Я лично предпочитаю мультитул, потому что он всегда при мне и всегда удобно им пользоваться. Итак, у дешевых часов крышка в 99% будет крышка-хлопушка. Для того, чтобы ее вскрыть, просматривайте по краю крышки. Если вы не нашли специально предназначенное место для открытия, открывать ее можно где-то приблизительно в этих местах, потому что эти места не на виду, и даже если вы чуть-чуть испортите, то ничего страшного не произойдет. Пытаетесь вставить отвертку между крышкой и корпусом часов, в 99% опять же это у вас получится, и чуть-чуть проворачиваете. Все, вы открыли часы. Опять же, в 90% вот так это будет все дело выглядеть. Может быть, вот этот пластик будет закрывать батарейку, тогда его нужно будет просто вытащить, заменить батарейку и поставить назад. То есть батарейка извлекается элементарно. Здесь она подпружинена металлическим рычажком. Отодвигаете практически легко. Вот она так выходит. Все, можно ставить новую батарейку. Вот с таким щелчком она становится. После этого, естественно, вы должны проверить, что часы начали работать. Есть еще вариант крышек-хлопушек, который не так легко открывается. Зачастую на фирменных часах, даже на относительно недорогих Casio, она открывается немножко сложнее. Но зато здесь есть место специально предназначенное для открытия. Как видите, ее уже открывали не один раз. Оп. Поэтому проблем в открытии нет никаких. Кстати, о батарейках. Самые распространенные — это батарейки для электронных часов 2025, 2016 и 2032. Универсальная 2025 подходит практически во все часы, в которых используется либо 2016, либо 2032. Она средняя по толщине и в принципе подходит под все часы. А вот в таких простых дешевых часах в основном используется батарейка G4, она же LR626, она же 377. Много разновидностей других батареек, но основные это G4 и 2025. Замена в часах Casio батарейки абсолютно ничем не отличается. Вы ее точно так поддеваете. И зачастую вот так вот она улетает. После этого также ставите новую батарейку на место. Закрываете крышку-хлопушку. Единственное, когда закрываете, вот такая прорезь, ее совмещаете с заводной головкой. Это для того, чтобы заводная головка не передавливалась. Далее идут вот такие вот электронные часы в стиле шоков. Практически всегда крепятся 4 винтами. Для того, чтобы их открутить, хватит обычной плоской отвертки. Когда открываете, аккуратно не растеряйте винтики, потому что такие мелкие винтики довольно-таки проблематично будет потом найти. Также не забывайте, что на всех часах ставится электронных, практически на всех, вот такая вот уплотняющая резинка. Ее тоже не теряйте. Для нее есть специальный желобок на самих часах. Поэтому если даже такая ситуация случилась, что она прилипла, просто устанавливайте ее в желобок. Не забывайте, иначе часы будут пропускать воду. Хватило фактически одного открученного винтика. И здесь находится батарейка 2016.
И сейчас мы заодно проверим, подойдет ли батарейка 2025, которая толще, на место батарейки 2016. Довольно-таки толстая против 2016. И попробуем закрыть данные часы. Несмотря на то, что батарейка поставлена более толстая, как видите, без проблем она стала на место. Как видите, часы работают, подсветка работает. Давайте попробуем установим назад это все дело в корпус. И все-таки проверим, закрутится ли корпус или нет. Кстати, если вдруг в оригинальных Casio у вас закосячился, скажем так, корпус, в общем-то, вот такой вот донор может вам пригодиться. У них корпуса довольно-таки герметичные. Единственное, конечно, косяк данных корпусов, здесь стекла идут пластиковые. Думаю, 2 винтов хватит для того, чтобы показать, что корпус абсолютно нормально закрутился. И большой плюс 2025 против 2016. И, естественно, большая емкость практически... Ну, не в 2 раза, но на 50% емкость больше. Поэтому ничего плохого в использовании 2025 вместо 2016 я не вижу. Видите, все мы правильно поставили. Пищат. Время идет. Подсветка работает. Но почему-то кварцевые часы не работают. А все связано с тем, что если вы в часах электронных видите вот такую вот заводную головку, вот, то у них находится 2 механизма, и они питаются от совершенно 2 разных батареек. Сейчас я вам покажу это все дело на практике. Если вам мешает снять крышку ремешок, то, например, в этих часах он элементарно вытягивается путем выдавливания штифта. Вот мы штифт вытаскиваем. Ремешок снимается, и, естественно, получается вот такой довольно простой доступ к батарейке. Итак, доступ к батарейке есть, но, как вы видите, здесь всего лишь 1 батарейка. Вы спросите, а где же вторая? Смотрим. Здесь уже, как видите, 2025 стоит батарейка. И под ней, вот за пленочкой, стоит батареечка G4. Заклеили знатно. Наверное, думали, что никто менять ее не будет. Как видите, над батарейкой еще вот такая вот защитная резиночка идет. Батарейка подпружиненная немножко. Ее там аккуратненько выковыриваем отверткой. Проверяем. Кварцевый механизм, который у нас не работал, начал идти. Значит, мы все делаем правильно. И вот в 99% часов будет батарейка 2025 универсально подходить, а вторая будет G4. Закручиваем. Проверяем. Электронные часы работают, кварцевые часы работают. В общем, проблема решена. Далее у нас идут часы с механизмом Миота. И данные часы у нас идут с закручивающейся крышкой. С этой крышкой нужно обращаться более аккуратно. С помощью отвертки вы вряд ли ее сможете открутить. Но данную крышку я уже немножко открутил, поэтому вот я могу сдвигать. А если она хорошо закручена, вы абсолютно ничего с ней сделать не сможете. Ну, единственный выход — взять обычные ножницы. Вот так вот зафиксировать и вращать. Но прибегать стоит только в том случае, если вам не жалко задней крышки, потому что в 90% случаев вы ее, наверное, первый раз делая эту операцию, поцарапаете. На мой взгляд, это одна из надежных крышек, та, которая идет на резьбе. Она имеет хорошую герметизацию, но вот вопросы с откручиванием возникают. Есть специальный прибор для откручивания. Также можно с помощью резинового мяча, у которого хорошая сила трения, вот такие маленькие есть подсдутые мячи, открутить данную крышку. Ну, либо же ножницами, но тут уж надо очень аккуратно это все делать. Ну, а с батарейками здесь все так же просто. Единственное, здесь батареечка уже используется не G4,
а 395. Вот, поэтому некоторые часы, конечно, желательно для начала открыть, посмотреть батарейку, а потом ее уже покупать. Принцип замены абсолютно аналогичен. Упор немножечко сдвигаем, и она автоматически сама выскакивает. Устанавливается абсолютно таким же образом. Отодвигаете упор, вставляете батарейку. Можно, конечно, силой вставить, но есть шанс, что вы его просто погнете. И самый неудобный тип крышек — это вот есть такие недорогие часы, где крышка вроде бы завинчивающаяся, но абсолютно никаких вариантов развинтить, в общем-то, на первый взгляд нету. Для начала расстегиваем браслет, палочка. Вот так вот открываете, и после этого данные часы можно открутить, на мой взгляд, только с помощью какого-нибудь резинового детского мяча. Вот почему-то они могут открутить данные часы. Ну, еще, конечно, при определенной ловкости их можно просто открыть, потому что качество здесь абсолютно никакое. Так делать не стоит, но если открутить не получается, можно резьбу просто отщелкнуть. Резьба здесь, в общем-то, никакая, поэтому отщелкивается легко. И вот, как я и говорил, в некоторых часах может встречаться вот такой тип крепления батарейки. Он сверху придавлен пластиком. Пластик снимаете, а дальше все абсолютно идентично. Вытащили. Установили. Итак, мы рассмотрели основные типы крышек. Это завинчивающиеся, те, которые крепятся с помощью винтиков, и те, которые просто захлопываются. Это основные типы крышек. Как вы видели, открываются практически все без проблем. Сюда понадобится отвертка, сюда понадобится что-нибудь типа отвертки тонкой, которая легко отщелкнет данную крышку. И вот с такими, конечно, крышками, как видите, есть проблемы с откручиванием. Если сразу не получается, пробуйте резиновый мячик. Не получается, отдаете мастеру, иначе есть шанс очень сильно ее поцарапать. Основные батарейки G4 и 2025. 2025 вот к электронике подходят, а G4 вот к таким всяким часам. Ну, вот единственное, куда она не подошла, это вот к данной серии часов, где стоит механизм Миота. Также не забывайте ставить вот такие вот уплотнительные кольца. Я сюда, кстати, его забыл поставить, поэтому придется разобрать и установить. Кому был обзор полезен, не забываем, подписываемся и ставим палец вверх.